Всем привет! С вами канал Трипология звука, и это 14 глава, в которой мы рассмотрим электроорган мануал. Перед тем, как начать рассказ об этом старом и очень любопытном устройстве, я хочу уточнить несколько моментов. Прежде всего, у меня не ретро-канал, то есть я рассказываю не просто о звуке устройств, о каких-то старых устройствах. Я рассказываю и показываю, как можно применять данные агрегаты в современной музыке. Поэтому у меня обычно всегда в линии висит какая-то обработка, потому что мне неинтересно слушать сухой звук устройств. Я стараюсь выжать максимально все из любого из устройства, которое попадает мне в руки. То есть получить какой-то красивый звук, оттенок. И мои видео стоит рассматривать именно как в таком ключе. То есть я стараюсь получить с каждого устройства в своих видео максимально красивый звук, либо тембр, который, возможно, вам будет интересен. Чтобы вы понимали, что старые устройства тоже достойно звучат, и для них есть место в современной музыке. Второй момент. Напоминаю, что я не клавишник, я самоучка, то есть могу ошибаться, могу фальшивить и так далее. Воспринимайте это как норму. В этой главе я вам расскажу, чем мануал отличается от других органов, что у электрооргана мануал общего с FAEMI M и почему, и в чем особенность его такого жирного звучания. Ну что ж, давайте рассмотрим данный инструмент. Инструмент достаточно старый. Судя по всему, должен был выпускаться примерно в 1987-1986 году. Дату я точно не знаю, на самом корпусе никаких шильдиков нет, а запчасти в нем других годов. То есть, если по маркировке посмотреть, то там может быть и 70-х годов запчасти и так далее. На шильдике, который на задней части находится инструмент, есть такая штука, как преискурант, по которому рассчитываются цены. Преискурант вообще там от 1969 года. Но на него ориентироваться не стоит, потому что преискурант — это вещь, которая не так часто могла меняться. Вот, я рассматриваю именно исторически. То есть, скорее всего, мануал производился чуть-чуть позже, чем FAEMI M, которую я покажу чуть-чуть попозже. У них очень сходная схемотехника, и даже некоторые узлы один в один одинаковые. Узлы и исполнение узлов. Дело в том, что FAEMI M производилась примерно там 74-75 годов, насколько я понимаю. То есть они примерно в одно время, только один раньше, другой позже. Почему я поставил мануал чуть-чуть позже еще по лесенке? Потому что в нем имеется драм-машинка, которая выполнена на логике, и это все-таки более такое сложное устройство. И я думаю, что, скорее всего, устройство, которое сложнее, появилось позже. Производились мануалы на УПО-вектор. Я посмотрел в Википедии, УПО расшифровывается как Уральское производственное объединение. Это тот самый вектор, который производил поливоксы, маэстро, квинтеты и другие инструменты, которые уже более известные, скажем так. То есть это прадедушка поливокса там, или еще чего-то. Хотя у них ничего общего нету, потому что это электроорган, а там уже синтезатор. Дизайнер конкретно этого устройства тоже
имеются некоторые параллели, то есть Олимпиада Кузьмина, та, которая разрабатывала и дизайн и поливокса. А ведущий инженер по данному устройству Владимир Луговец. Причем я смотрел по FAME, там отличается дизайнер, там другой человек делал дизайн, хотя FAME было два выпуска, и я их оба сегодня покажу, и первый, и второй. И вот первый выпуск FAME, он один в один по элементам управления напоминает мануал. И мне вот немного непонятно, в какой момент сменили дизайнера, почему появилась вторая ревизия FAME. Собственно, инструмент имеет Г-образную нестандартную форму. Сейчас он у меня как бы опирается задней крышкой там о микшерный пульт, и поэтому он не падает. Форма эта обусловлена тем, что изначально в комплекте с ним шли такие две ножки, и вот здесь были такие закручивающиеся штифты, и синтезатор можно было ставить под произвольным углом. Дело в том, что синтезатор это довольно-таки автономный, потому что в нем есть встроенный громкоговоритель. То есть его не нужно было ни к чему подключать, можно было поставить где-нибудь в уголку, включить и в любой момент играть. И учитывая то, что в нем есть еще драм-машинка, то есть это достаточно такой автономный агрегат. В принципе, это такой некоторый прадед, прапрапрадед Yamaha PCR и всех других самоиграев, которые появились уже позже, в 90-е годы. Элементы управления расположены на вертикальной панели, как и громкоговоритель, снизу расположена клавиатура. Внутри синтезатор устроен каким образом? Вот здесь находится внутри блок питания, громкоговоритель, здесь плата, здесь задающие генераторы, и сверху мы можем увидеть 12 отверстий под настройку каждого из генераторов. Платы-делители расположены под клавиатурой. На задней стенке расположена драм-машинка, платы драм-машинки. Сам синтезатор сзади открывается как книжка, он там на петлях, и можно раздельно ремонтировать как верхнюю часть, так и нижнюю, независимо. То есть не полностью снимать крышку, а откручивать по отдельности. Достаточно он сложен в ремонте, потому что его компоновка, в общем, он сделан с потаенными болтами, то есть вот здесь на боковых стенках нет нигде болтов, потому что они завинчены изнутри внаружи. Болты есть сверху только, которые платы держат блока питания, ну и крышку, но сами боковые стенки, они вот таким образом как бы декоративно, красиво сделаны, то есть снутри все крепится. Это доставляет немало сложностей при разборке и сборке устройства, потому что туда очень сложно добраться. То есть, видимо, когда его на заводе в определенном порядке собирают, это было вполне нормально, удобно, но когда ты пытаешься добраться, например, до блока клавиатуры для ее ремонта либо профилактики, то для этого нужно разобрать весь синтезатор, то есть снять боковые панели, это трудоемко. Об этом всем я расскажу в технической главе, про все эти нюансы и особенности.
Что я хочу сказать про данное устройство, чем оно отличается от электроорганов более поздних годов и почему у него немного другой звук, как и у FIMEM, собственно. Дело в том, что данный электроорган, его делители построены на транзисторах. И вообще данное устройство, оно достаточно неплохое для того, чтобы начать понимать структуру электромузыкального инструмента органного типа. Здесь, в отличие от более поздних электроорганов, 12 независимых генераторов. То есть здесь есть на транзисторах на каждую, получается, клавишу отдельный генератор. Этот генератор задает основную максимальную частоту октавы, и дальнейшие потом делители делят ее в 4 раза. То есть таким образом получается нота, потом нота следующей октавы, следующей и следующей. Все это на транзистор. Микросхемы здесь применены только в блоке формирования и в драм-машинке. Что это дает? То есть у нас 12 независимых генераторов. Каждый генератор может в любой момент немножко плыть по тону и так далее. То есть их нужно настроить независимо. То есть в любой момент любой из генераторов может расстроиться. Что это дает? То есть это одна клавиша в каждой из октав уплывет по тону. В электроорганах более позднего выпуска была немножко другая архитектура. То есть там был основной задающий генератор и одна микросхема, которая генерировала 12 этих полутонов. И если уплывал строй, то уплывал строй по всей клавиатуре. И это даже указывалось в проспектах современных устройств, что, мол, устройство поставляется с одним задающим генератором. В частности, так писали про электронику М04. И, соответственно, генераторы уже собраны на микросхеме. Там уже были два варианта, то есть вначале применялись 145 ГП1, это генератор один, который, в принципе, был аналогом транзисторного одного генератора здесь. То есть здесь их 12, и в электронике М04 их тоже 12. Чуть позже, например, уже в электронике М25, там другие микросхемы применены, там две микросхемы, 1012 ГП1 и 1012 ГП2. Почему их две? Одна генерирует верхние 6 полутонов, вторая еще 6. То есть таким образом генератор состоит уже с двух всего лишь микросхем, а не из 12. Или 12 здесь независимых генераторов. Что это все дает? То есть это такая минутка схемотехники, то есть устроены они все похожим образом, одинаково, да, то есть вначале есть некоторая частота, которая потом делится на главные высокие частоты, потом они еще раз делятся. Вроде как устройство, сходное. Но разница в звуке есть. А почему? Потому что, во-первых, микросхемы, когда у вас на одной микросхеме собраны 12 делителей, то понятно, что все эти 12 делителей не могут плавать слишком по тону. Они достаточно выдают четкий звук, то есть и уплыть, то есть может весь генератор. То здесь, ввиду того, что генераторы на транзисторах и отдельные, то есть каждый из них уплывает случайно в какой-то момент, все зависит там от настройки конденсатора, сопротивления, просто от того, что его струсили, еще что-то произошло, и этот тон всегда плавает. И можно специально немножко расстроить устройство, чтобы оно давало более широкий звук, потому что если чуть-чуть буквально там на малость самую расстроить каждый из генераторов, то звук будет шире, потому что частоты будут не совпадать, а именно жирность звука получается как раз вот некоторым немножко диссонансом устройства. И учитывая, что здесь не только генераторы собраны на транзисторах, но и делители собраны не на микросхемах, а на транзисторах, то помимо того, что сами генераторы могут немножко диссонировать, еще и сами делители добавляют в звук каждый свою особенность, специфику. То есть здесь порядка 300 транзисторов на этих 6 платах, более 100 конденсаторов и так далее. И каждая эта деталечка отдельная. И каждая эта деталечка, само собой, имеет какие-то свои характеристики. Ввиду этого всего у нас этот синтезатор более склонен к случайным каким-то вариациям звука, чем синтезатор на микросхемах. И поэтому конкретно у данного синтезатора очень жирный широкий звук. Хотя я его отстроил как полагается, сильно старался не получать диссонансов, но идеальный строй вы здесь не получите. Можно, конечно, здесь заменить сверху переменные резисторы на современные, более точные, но все равно будут вот эти вот вариации ввиду особенностей компоновки инструмента.
Это устройство очень хорошо дает начинающему радиолюбителю понять, как все это работает, и начать разбираться в электромузыкальных инструментах. Здесь очень все наглядно, разбито как раз вот блочно, то есть есть блок генераторов, есть блок формирователя, блок делителей, и когда ты начинаешь работать с устройствами, то есть это устройство можно воспринимать как учебник. Здесь есть еще и драм-машинка отдельная, которая, в принципе, тоже достаточно примитивная, и она тоже позволяет понять, как это все работает. То есть можно воспринимать данный синтезатор как некоторый учебник, пособие для начинающих людей, которые хотят понять, как построены EMI, электромузыкальные устройства. Такая вот краткая вводная в устройство синтезаторов органного типа. То есть что из этого следует? То есть этот орган полифоник, то есть потому что в принципе все устройства органного типа построения, они являются полифоническими, то есть вы в любой момент можете нажать все клавиши. Синтезаторы, чем отличается собственно синтезатор от органа? Я раньше очень часто путался, то есть и до сих пор даже иногда называю там синтезатор. Это не синтезатор, это электроорган. Вот электроорган, то есть у него какие-то стандартные как бы звуки, он полифонический обычно, у него есть тремоло, вибрато, изредка фильтр такой, как, например, в Solaris 314, и все. То есть у вас есть ограниченный набор управления, который вам доступен. Синтезатор же звуки синтезирует. То есть, как правило, синтезаторы тех годов, типа вот опять же Aelita, тот же SR1 230, они там 2-3 голоса, но они монофонические. То есть вы в один момент можете нажать одну клавишу. Polivox, например, он дуофоник, там в каких-то определенных режимах можно нажимать даже 2, по-моему, ноты. И в более современных синтезаторах модульных там есть 4, и так далее. То есть это уже зависит от набора, сколько вы там себе наберете. То есть синтезатор, он монофонический, монофоник, и там есть возможность наруливать звук полностью самому, контролировать частоту генератора, контролировать фильтр, контролировать атаку, то есть громкость, усилитель, смешивать в разных пропорциях шум, звук генераторов, и, как правило, генераторов несколько, в некоторых там вот 2, как в Vermona Synthesizer, в 230-м Estradine, который клон Muga Model D, там 3 генератора и генератор шума, и у каждого генератора есть еще возможность переключения вида с синуса на пилу и так далее. То есть это такой некий экскурс, чтобы вы понимали разницу между словами и так далее. Но я бы, конечно, не цеплялся за эти слова, все-таки это всего лишь обозначение, но если есть слово, которое называет какое-то действие, то, наверное, все-таки правильно пользоваться при техническом описании нужными словами. Я стараюсь следить за речью, но иногда у меня проскакивает неправильное название. Прошу извинить, если в каких-то видео такое бывает. Приступим к рассмотрению внешнего вида данного устройства. Давайте более подробно рассмотрим переднюю панель электрооргана. В правой части расположена сетка, под которой расположен динамик. В нижней части клавиатура. Сам корпус выполнен из алюминия, и его части тоже алюминиевые, но они обтянуты чем-то похожим на кожу. Наверное, это какой-то кожзаменитель коричневого цвета. В левой части и центрально расположены основные органы управления. 4 громкости 4 регистров 16, 8, 4 и 2. Громкости выполнены вот такими интересными варньерами, то есть регуляторы крутятся не вот так вот, а колесом. И на регуляторе мы можем видеть цифры от 1 до 9. То есть 9 это максимальная, 0 это минимальная.
Особенность здесь варньеров такая же, как и в других органах, то есть здесь инвертированное управление, то есть максимальная громкость, когда мы регулятор закрутили вниз, то есть на девятке, хотя цифра 9, но по факту мы как бы на себя тянем. Я про это уже рассказывал в главе про Solaris 314, то есть когда там, чтобы получить максимальную громкость, нужно было регулятор тянуть на себя. То есть здесь расположены таким образом 4 регулятора громкости регистров. В нижней части в левом углу светодиод питания, который светится красным, и общая громкость органа. Далее здесь расположены 4 кнопки. Первая кнопка включает драм-машинку. То есть сверху подписано ритм, снизу подписано вкл. То есть сейчас она выключена, если я нажму кнопку, включится драм-машинка. Второй тумблер называется АБ, и он переключает банки заложенных ритмов в драм-машинке. То есть здесь вот справа, в части, которая отвечает за драм-машинку, есть 8 тумблеров. И вот этот вот АБ переключает эти 8 тумблеров как бы в еще других 8. То есть здесь 8 пресетов, и если я переключусь в режим B, это будут другие 8 пресетов. Вернемся к левой части. Тремоло. Два последних тумблера отвечают за тремоло. И подписаны 4 и 2. Тремоло здесь можно включить только на 2 самых высоких регистра, на 4 и 2. То есть если они у вас будут в нуле, то есть эти по громкости, то эти тумблеры ничего абсолютно не изменят. Если вывести их на максимальную там или какую-то громкость и включить тремоло, получается управлять тремоло конкретно на эти 2 регистра. Причем можно на один не включать, да, а на второй включить. То есть есть возможность комбинировать. У тремоло есть частота. То есть для нее есть генератор, частотой которого мы можем управлять. Тембр — это по факту эквалайзер, просто на весь орган добавляет басов, либо высоких, можно регулировать. Послезвучие. После нажатия на клавишу сколько еще будет продолжаться послезвучие. Здесь есть возможность регулировки его длительности и его громкости. То есть если они стоят в минимальных позициях, то у нас получается короткое плакет звучание. Если они выведены в максимум, то у нас после нажатия идет длинный звук, я это сейчас продемонстрирую. И, собственно, справа секция, которая управляет вибрато. Глубина — это введение эффекта, ну и частота эффекта — это частота. То есть получается, у нас уже есть 2 отдельных независимых генератора, один, который отвечает за вибрато, и один, который отвечает за тремоло. То есть мы уже можем получить некоторые комбинации с помощью настроек 2 разных генераторов.
Далее, вот этот большой блок, как я уже упоминал чуть-чуть ранее, он отвечает за драм-машинку, за ее, получается, зашитые ударные вариации. Да? То есть у нас есть отдельная независимая громкость, которая никак не пересекается с вот этой, то есть здесь нигде нет общего регулятора громкости. Здесь их всего два, то есть громкость органа и громкость драм-машинки. То есть это как бы является вашим общим. То есть чтобы получить максимальное звучание как органа, так и драм-машинки, нужно оба их выкрутить на девятку. То есть это громкость. И 8 переключателей, когда они находятся в верхней части, это получается выключенный ритм. Когда мы включаем, начинает ритм этот играть. Если включена кнопка ритм вкл красная. То есть сейчас я запустил на самом деле драм-машинку и заморгал светодиод. Светодиод этот моргает соответственно удару большого барабана в данной драм-машинке. Здесь, по-моему, 4 звука, там малый барабан, большой барабан, том и щетки. Может быть, не прав, но, по-моему, 4 звука. То есть у нас есть 8 заложенных ритмов, и мы можем получить еще 8, переключив в режим А или Б. То есть таким образом у нас есть 16 заложенных ритмов в данной драм-машинке. Последний регулятор, находящийся под светодиодом, это скорость. То есть удары в минуту. Да? Понятно, что здесь очень ненаглядная такая шкала от 0 до 9, просто минимум-максимум, и получить конкретный BPM, это нужно все-таки как-то посчитать, с чем-то сравнить, но я думаю, этого было достаточно в те года. Драм-машинка позволяет получать некоторые вариации, то есть когда у вас включен один ритм и вы нажимаете какую-то другую кнопку, они как бы смешиваются. Таким образом можно получить некоторые перебивки, переходы и так далее на ходу, то есть добавляя или убирая некоторые другие. Иногда получается, что следующий включенный эффект отменяет предыдущий, а иногда он работает как некая вариация к предыдущему включенному. То есть это все особенности работы драм-машинки. Здесь, понятно, находится клавиатура, охватом, получается, 3 полных октавы и кусочка 2. Не знаю, как это правильно называется по музыкальному, да, там какая-то, наверное, как там, субоктава, контроктава. В общем, те, кто знает, напишите, как называется, когда вот здесь не вся октава, а только
сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 клавиш, а тут только получается 6. Раз, два, три, четыре, 5 клавиш. На правой панели мы можем наблюдать панель для коммутации и разъемы. Здесь расположены два тумблера. Один питание, второй включает динамик либо выключает его. Разъем под шнур, предохранитель и 3 выхода. Один уже сейчас переделан, это выход для подключения к усилителю. Есть выход под педаль и есть выход под телефоны, которые, наушники по факту. Да? Продолжим нашу беседу. Внешний вид мы рассмотрели. Я думаю, вы, в принципе, особенности увидели, запомнили. А теперь вернемся к моему упоминанию о FAMEM. Я вам хочу показать одно устройство. Ничего вам не напоминает? Один в один дизайн мануала. Внимательно покопавшись в интернете, я все-таки нашел упоминание о годах выпуска мануалов на сайте «Отечественная радиотехника 20 века». Там есть некий список, каталогизированный по годам выпуска. В этом списке указано, что FAMEM все-таки выпускалась в 1988 году, а мануал раньше, в 1987. Я не могу гарантировать достоверность этих данных, но, видимо, так и есть. Этот экземпляр — это первая ревизия FAMEM, и как видите, она крайне похожа на мануал, то есть здесь те же самые элементы управления, те же самые варньеры, все один в один, только в более компактном корпусе, без драм-машинки, и здесь внешний блок питания. Но существовала еще одна версия. Вторая ревизия FAMEM также есть у меня сейчас в наличии, и у меня есть возможность вам продемонстрировать ее дизайн. То есть вторая версия FAMEM имеет вот такой дизайн, который отличается тумблерами, отличается регуляторами, они уже сделаны классическими кнопами. Мне непонятно, почему сменили дизайнера, и дизайн вообще FAMEM, в принципе, особых недостатков, кроме неудобства ремонта вот такого типа варньеров, я не увидел, но почему-то дизайн FAMEM решили сменить на новый. Таким образом, у нас есть 3 устройства, которые внутри схемотехнически абсолютно идентичны в некоторых блоках, в частности, октавные делители. И генераторы здесь абсолютно одинаковые в каждом из них, и они взаимозаменяемы, можно их менять одного в другое, ничего от этого не изменится. Самое, понятно, полное из них по функционалу — это мануал. Какой-то особой разницы, помимо отсутствия драм-машинки FAMEM, в принципе, нету. И, в принципе, FAMEM намного более компактнее и удобнее. В частности, здесь намного проще добраться до клавиатуры, и это огромный плюс в ремонте, потому что в мануале это была большая проблема. Сейчас вы перед собой видите все 3 устройства, я их расположил в том порядке, в котором они выпускались, то есть мануал, первая ревизия FAMEM и вторая ревизия FAMEM. Достаточно интересный набор, очень хорошо, что у меня сейчас есть все в наличии, я могу продемонстрировать вам все сразу 3 устройства для наглядности, очень это показательно.